据说古地洞府就在这所学院。给我拆了这所学院。Клан Хунь охотился на фрагменты нефрита древнего императора Тоше. У него уже 4. Он всеми силами пытается заполучить нефрит Сяо Яня, но также его интересует нефрит Тоше, принадлежащий клану Гу. Как Хунь Тяньди его заполучит? Неужели Гу Юань, святой 9 звезд пиковой стадии, позволит? Согласно оригиналу, клан Хунь очень скоро нападет на клан Гу. Это случится после событий клана Яо. Да уж, Хунь Тяньди не боится никого, даже нападения на сильнейший ныне из древних кланов. И чем же это закончится? Давайте рассмотрим, но вначале поставьте лайк и напишите в комментариях для поддержки видео. Сяо Янь в то же время был в клане Гу. Он стал свидетелем этих ужасающих событий. Официально это будет его первая встреча с самим Хунь Тяньди. Итак, Гу Юань стоял в небе. Он поднял голову и посмотрел в пустое место. «Хунь Тяньди, учитывая твой статус, разве тебе необходимо действовать так скрытно?» Голос Гу Юаня заставил присутствующих застыть на месте. Доу Ци начала вырываться из тел членов Черной армии. «Хунь Тяньди!» Произнесенное Гу Юанем имя непрерывно звучало в ухе Сяо Яня. Его кулак резко сжался. Главный виновник, который чуть не уничтожил клан Сяо, наконец появился. 3 бессмертных клана Гу почти одновременно устремились в небо. «Клан Гу, тревога!» Сразу же многие лучи света взлетели в небо. Все эксперты клана Гу всполошились. Хлынула могучая аура. Этот состав заставил Сяо Яня похолодеть. Вся сила клана Гу. Тело Гу Юаня парило в небе и испускало могучую Доу Ци. Он смотрел в одну точку, не отводя взгляда. Глава Янь Цзин и Лэй Ин появились рядом с Гу Юанем. Их глаза смотрели, однако они ничего не чувствовали. Даже с их огромной силой они все еще очень боялись этого человека из клана Хунь. «Хунь Тяньди действительно здесь? Может быть, они намереваются напасть на клан Гу?» — спросил глубоким голосом Янь Цзинь. Клан Гу не был кланом, с которым могли сравниться другие древние кланы. Даже если клан Хунь атакует, им будет очень трудно уничтожить клан Гу. Как они это сделали с кланом Лин или Ши? Гу Юань не ответил. Спустя минуту пустое пространство запульсировало. Раздался медленный голос. «Ха-ха-ха, Гу Юань, прошло много времени с нашей последней встречи, но твое восприятие все так же остро, как и прежде». Из разлома медленно вышла фигура. Первое впечатление, которое оказывал этот человек, утонченный. Если бы он держал книгу в руке, он, вероятно, не отличался бы от ученого. Однако именно мудрая внешность этого человека привела к тому, что Гу Юань, Лэй Ин и Янь Цзинь, 3 главы древних кланов, стали чрезвычайно серьезными. «Это Хунь Тяньди?» Сяо Янь поразился увиденному. Он не мог связать этого добродушного человека с самой зловещей фракцией на континенте. Несколько других человеческих фигур вышли следующими. Один из них оказался пожирающее пустоту пламя, которое Сяо Янь встретил в царстве Яо. За ним стояли так называемые святые демоны клана Хунь. На всем континенте Доу Ци было чрезвычайно трудно найти подобный состав. С появлением этих людей все старейшины клана Гу напряглись, множество защитных барьеров поднялось в горы. Хунь Тяньди произнес мягким голосом: «Клан Гу действительно очень оживленный. Гу Юань, Лэй Ин, Янь Цзинь. Мы 4 скорее всего не собирались вместе 1000 лет, верно?» Но Гу Юань резко прервал его. «Хунь Тяньди, это не то место, куда ты можешь просто так приходить». Но Хунь Тяньди засмеялся вновь. «Не существует того места, куда я не могу прийти». Лэй Ин закричал суровым голосом: «Хунь Тяньди, твой клан Хунь ответственен за исчезновение кланов Лин, Ши и Яо». Хотя он уже был осведомлен о ситуации, он все еще хотел услышать подтверждение. «Ответы на некоторые вопросы вам не стоит знать», — небрежно ответил Хунь Тяньди. От его взгляда веяло холодом. Но Лэй Ин и Янь Цзинь все поняли после такого ответа Хунь Тяньди. «Ты действительно ответственен
Гуюань упомянул, что сожалеет о том, что не уничтожил пламя пожирания пустоты в прошлом, но пламя ответил: «Я должен поблагодарить тебя. Если бы я не ушел в тысячелетнее уединение, боюсь, что не смог бы достичь уровня святого 9 звезд». Все были удивлены, кроме Гуюаня. Святой 9 звезд — это было высшее существо в этом мире. Другими словами, это означало, что клан Хунь обладал 2 святыми 9 звезд. Сяоянь в этот момент помрачнел. 2 святых 9 звезд. Даже клан Гу не мог справиться с ними. Неудивительно, что пожирающее пустоту пламя смогло победить фрагмент души предка Яо. «Хунь Тяньди, если ты намерен атаковать клан Гу, приведя так много людей, вполне вероятно, что этого будет недостаточно», — спокойно произнес Гуюань. Неожиданно Хунь Тяньди согласился, что этих сил действительно недостаточно. Именно это еще сильнее насторожило Сяояня. Если Хунь Тяньди пришел не для того, чтобы атаковать клан Гу, то зачем тогда? Сяоянь никак не мог понять, почему армия клана Хунь бездействует. Они не атаковали, не предпринимали никаких активных действий, а просто удерживали противников на месте. Сяоянь прекрасно понимал, что подобные Хунь Тяньди никогда не делают ничего бессмысленно. На мгновение ему пришла мысль, что враги могут тайно устанавливать какую-то формацию или готовить ловушку, но он почти сразу отбросил эту догадку. Все-таки Гуюань был невероятно могущественным экспертом, равным самому Хунь Тяньди. Скрыть от него подобные приготовления было бы почти невозможно. В отличие от главы Яо Даня, которого удалось застать врасплох, Гуюань не был настолько уязвим. Тем временем Янь Цзинь тоже почувствовал неладное и громко предупредил: «Глава Гуюань, будьте осторожны». Однако Хунь Тяньди лишь улыбнулся этим словам. Он спокойно стоял, заложив руки за спину, не произнося ни слова. Вся армия клана Хунь продолжала просто парить в воздухе, сдерживая силы клана Гу. Эта странная картина вызывала у Сяояня все большее беспокойство. Он мгновенно переместился к Гу Сюнэр. Если произойдет что-то неожиданное, он должен быть рядом с ней. Внезапно его осенило. Сяоянь резко посмотрел на Сюнэр и спросил: «Древний нефрит клана Гу сейчас от твоего отца?» Девушка слегка удивилась вопросу. Немного помедлив, она покачала головой. «Нет, древний нефрит хранится в родовом зале. Это самое тщательно охраняемое место нашего клана». Сяоянь сразу же задал следующий вопрос. «Но ведь почти все сильные эксперты уже прибыли сюда». Гу Сюнэр внимательно осмотрелась вокруг и внезапно изменилась в лице. Она действительно заметила, что практически все сильнейшие защитники родового зала сейчас находились на поле боя. Именно в этот момент Сяоянь окончательно все понял. Настоящей целью клана Хунь было вовсе не нападение на клан Гу. Им нужен был древний нефрит Тоше. Его лицо мгновенно потемнело. Подняв голову, он изо всех сил закричал: «Дядя Гу! Будьте осторожны, их цель — древний нефрит клана Гу!» Лицо Гуюаня резко изменилось, но прежде чем он успел что-либо приказать, из глубины горного хребта раздался оглушительный сигнал тревоги. Это была сирена родового зала. Ее вой мгновенно прокатился по всему царству клана Гу. Все присутствующие сразу поняли, что произошло нечто чрезвычайное. Лицо Гуюаня стало ледяным. Он впился взглядом в Хунь Тяньди и произнес лишь одно имя — Хунь Тяньди. В тот же миг окружающий мир изменился. Небо стремительно потемнело, а позади Гуюаня начала собираться бесконечная природная энергия. Она превратилась в гигантский энергетический прилив, который соединял небо и землю. И издали казалось, будто на мир надвигается бескрайний океан. Подобные явления обычно возникали лишь раз в 100 лет во время природных катастроф. Но сейчас этот чудовищный прилив появился лишь благодаря одной мысли Гуюаня. Такой была сила святого пика 9 звезд. Даже святые демоны клана Хунь, включая Хуньяня, почувствовали огромное давление. Они понимали, что если осмелятся приблизиться к Гуюаню, то не выдержат даже пары его ударов. Их тела и души будут уничтожены без остатка. Лишь 2 человека сохранили полное спокойствие перед этим ужасающим зрелищем — Хунь Тяньди и пожирающее пустоту пламя. В этот момент из глубины гор появился луч света.
В воздух вылетел тяжело раненый старейшина и в отчаянии закричал: «Глава клана! Старейшина Гуюн ранил хранителя родового зала и похитил древний нефрит!» Эти слова словно гром поразили всех членов клана Гу. Никто не мог поверить услышанному. «Старейшина Гуюн?» Даже Сюнер потрясенно вскрикнула. Она никак не могла принять подобную новость. Гуюн был вторым старейшиной родового зала. Он охранял его сотни лет, всегда был абсолютно предан клану Гу и пользовался всеобщим уважением. Как такой человек мог украсть древний нефрит? Даже она не могла в это поверить. Сяо Янь мрачно спросил: «Неужели он оказался шпионом клана Хунь?» Но Гу Сюнер лишь растерянно покачала головой. Она хорошо знала Гуюна с самого детства и не могла представить, что он способен на предательство. Тем временем глава Гуюань холодным взглядом уставился на Хунь Тяньди. «Это сделал ты?» Хунь Тяньди лишь загадочно улыбнулся, ничего не ответив. Он даже не пытался уходить. Он продолжал спокойно стоять перед Гуюанем, прекрасно понимая, что тот не сможет покинуть поле боя. Если Гуюань бросится преследовать похитителя, никто уже не сможет остановить самого Хунь Тяньди и защитить собравшихся здесь людей. Гуюань тоже прекрасно понимал этот расчет. Несмотря на потерю древнего нефрита, он быстро взял себя в руки. Достигнув его уровня, невозможно было позволить эмоциям взять верх. Он мгновенно начал отдавать приказы. «Немедленно запечатайте царство Гу. Гудао, вы трое возглавите Черную армию и начинайте поиски. Найдите Гуюна». Трое бессмертных клана Гу сразу подчинились. Однако едва они собирались отправиться в путь, как вперед вышли 4 святых демона клана Хунь, полностью перекрыв им дорогу. Хунь Тяньди громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, Гуюань, эти люди никуда не уйдут». Ответ Гуюаня был холодным и коротким. «Это не тебе решать». Он сделал шаг вперед. Позади него гигантский энергетический прилив мгновенно пришел в движение, превратившись в исполинскую ладонь длиной более 100 тысяч метров. Она обрушилась прямо на Хунь Тяньди, само пространство на ее пути начало разрушаться. Даже обычный удар такого эксперта мог разорвать пространство на части, однако Хунь Тяньди лишь спокойно улыбнулся. «Наконец-то! Ты решил сразиться, но ты ведь понимаешь, что это ничего не изменит». Он поднял ладонь. На ней мгновенно появилась черная дыра. За долю секунды она разрослась до чудовищных размеров. Даже находясь далеко, Сяо Янь почувствовал, как по его спине пробежал холод. Он был уверен, если кто-то попадет внутрь этой бездонной тьмы, исчезнет не только тело, но и душа. Исполинская приливная ладонь столкнулась с гигантской черной дырой. Не раздалось никакого взрыва. Лишь пространство вокруг покрылось бесчисленными трещинами. Если бы царство клана Гу не укреплялось многие тысячи лет, одного этого столкновения хватило бы, чтобы полностью уничтожить все вокруг. Увидев, что битва сильнейших наконец началась, Янь Цзинь и Лэй Ин переглянулись. Они прекрасно понимали, что если сегодня падет клан Гу, следующими жертвами обязательно станут кланы Янь и Лэй. Больше колебаться было нельзя. Янь Цзинь громко приказал: «В атаку!» В следующую секунду он и Лэй Ин одновременно рванули вперед. Две ужасающие ауры святых 8 звезд взметнулись к небесам, заставив само пространство задрожать. За исключением Гуюаня, Хунь Тяньди и пожирающего пустоту пламени, именно они считались сильнейшими экспертами всего континента. Их совместное вступление в бой мгновенно превратило противостояние в полномасштабную войну между древними кланами. Этот момент стал переломным для всей истории. Клан Хунь сумел обмануть сильнейший клан континента, заставив его собрать всех защитников в одном месте, пока настоящий удар был нанесен по родовому залу. Потеря древнего нефрита означала, что клан Хунь оказался еще на шаг ближе к своей главной цели. Одновременно стало ясно, что противостояние больше невозможно остановить. Древние кланы окончательно объединились против общего врага, а битва сильнейших экспертов континента только начиналась. Напишите в комментариях, как вам такое нападение клана Хунь? Неужели они заполучат нефрит? Давайте наберем 2000 лайков для продолжения. Всем спасибо и до скорой встречи.